Ребята, всем добрый день, с вами Влад, вы на канале VLJ Games. Сегодня мы будем обозревать комплект нового химика, это песчаный герцог. Я его уже переварил, у нас новый обвес для брони, новая броня поставлена более улучшенная, чем стандартная. Также бомбу, конечно же, поставил, одну из топовых бомб, поставил хорошее устройство на выживание для герцога и поставил также браслет, который хороший урон наносит по бойцам противника. Итак, я уже сделал один из боев до этого. Давайте мы рассмотрим, как он бьется, что он делает. Итак, начался бой, у меня 30 секунд, они как раз момент, когда начинают стрелять химики и... Стоп. Как вы видите, тут вылетают один из навыков нашего герцога. Он метает снаряд в трех противников, то есть справа герцог на 3-4 секунде. Он уже метнул в бойцов противника снаряд, который наносит химический урон. Также он будет вешать щит. Итак, смотрим. И как вы видите, стоп, сразу же вешается щит. То есть, как тут он повешен на кровопуск у меня с самой простой бомбой, к примеру, или гранатой, я даже не помню, что я поставил. Также у меня Левиафан, как вы видите, в танком поставлен. Тут сама броня и щит виден как такие вот осколки оранжевого цвета, то есть подчеркивается, что это щит от песчаного герцога. Также вы можете слева видеть щит от Левиафана. Продолжим смотреть бой, как он продолжится. То есть все стоят в стане на данный момент. Это опять стреляет, стоп. 8 секунда слева стрельнул наш боец. Также посмотрим, сколько времени висит щит от самого герцога. Он повис на 56-й еще. И... ну, полных 5 секунд щит висит. То есть, как нам и обещано. То есть, примерное время щитов это около 5 секунд. Также продолжаем смотреть бой. Когда он метнет во второй раз. То есть, стоп. Во второй раз снаряды уже летят в противников на 49-48 секунде, если учесть то, что он был в оглушении, примерно на 1 секунду до этого. Следовательно, кулдаун, то есть способности у него выходит около 8-9 секунд, что для данного комплекта, к примеру, очень даже нормально. Если эффект. Хотя вот в одном из моментов тут но на другом песчаном герцоге, до того, как он умрет, там высвечивают как иероглифы эффект. Сейчас мы посмотрим, на которой это секунде. Вот, смотрите, там были повиснуты иероглифы. То есть, возможно, это так видно, но я сомневаюсь, что это так видно, потому что тут два эффекта, это, возможно, другой абсолютно эффект. Также я бы хотел отметить один из эффектов, который накладывается от нашего герцога. Как вы видите, вот тут была дымка, серая дымка на бойце. Это одна из способностей нашего герцога. К сожалению, последняя ульта не так видна, и понижение химической защиты так сильно по цифрам я не смог определить, к сожалению. Также я хочу вам показать, как наш герцог ведет себя в боевых условиях. Вернемся к нашему казарме, заходим в испытание отряда. Кто у меня в отряде? Это Поджиг, Ликва, Охота, это Арахнит, точнее у меня такой, Мира Фантом, Биотехнолог и сам песчаный
герцог. Итак, тут у нас есть множество бойцов. Давайте перейдем к самому концу, то есть как они себя покажут. На данный момент у меня только одна группировка, это взрывная парочка ликвидатора и арахнида. Давайте перейдем в бой, посмотрим, как покажет мой отряд вместе с песчаным герцогом. На данный момент я отказался от другого химика, это химик Firewall, и хочу сравнить на данный момент, как это все будет выглядеть бои без фаервола. Так, я проиграл за 20 секунд. Да уж. Переходим. Закроем этот бой. Перейдем чуть ниже. Посмотрим, как будет вести себя дальше. Заодно посмотрим цифры предыдущего боя. Итак, наш песчаный герцог. Сколько он? Он у нас восстановил 2700 здоровья благодаря охранному кокону. Он вытанковал у нас 1 000 000 урона всего лишь и нанес 3 миллиона урона на данный момент. Перейдем к другому бойцу. У него 33 фактически миллиона. Посмотрим, как он себя покажет в этом бою. Я не буду ускорять сильно бои, то есть до X4, потому что там совсем не видно картинки будет. Также уберем цифры, чтобы картинка тоже очень сильно так не проседала. Опять я проиграл, к сожалению, с моим фаерволом. Посмотрим. Тут он вытанковал больше намного, то есть он хорошо принимает урон в общей сложности. После многих тестов, которые я провел, играя с ним за несколько дней и всех дуэлей с моими соклановцами или с Альянса ребятами, я хочу сказать, что он вытанковывает урон хорошо, но не скажу то, что очень мощно хилит. Но у него есть плюс, то что он урон наносит плюс-минус неплохо, но не топовый, конечно. Тут он нанес 2 миллиона урона, 2 миллиона принял. Можно еще раз попробовать, посмотреть, что будет, если еще раз мы побьемся с данным отрядом. Перейдем снова туда же. Ждем загрузку. Итак, снова бойцы переходят к битве. Ждем. На этот раз намного лучше отряд выстоял. Но у меня ликва осталась одна. Наш песчаный герцог уже умер. И ждем окончания данного боя. Посмотрим, через сколько он закончится. Ликву не смогли в конце концов убить. Потом поднялся мой арахнид, точнее биотехнолог, поднялся химик. Посмотрим, что наш герцог сделал. Он нанес 3 миллиона урона и 2 миллиона урона впитал. Но хорошо смог отхилить отряд на 3 миллиона. Вернемся назад. То есть в случае, если рандомно хорошо выстреливает СС и так далее в моем отряде, мой отряд смог выиграть. Так, посмотрим на 30 миллионов, как в этом случае покажет себя наши бойцы. Ждем загрузку, опять же. Итак, вперед снова бьются, сразу же летят снаряды от нашего герцога. Был щиток повешен, но, как я понимаю, тут опять же мой отряд первый бой слил. К сожалению, надо будет посмотреть сейчас, что там сделал герцог. Я забыл нажать на статистику, сейчас посмотрим. Итак, статистика предыдущего боя. Ликву сразу же мне сбрили, зато арахнид хорошо настрелял. Что касается самого герцога, он опять нанес плюс-минус 3 миллиона урона, впитал очень мало и до миллиона смог отхилить. Хорошо. Дальше.
И посмотрим последнего. 28 миллионов. Вот ниже я просто не буду спускаться, потому что там гарантированно мой отряд будет уже побеждать противников. Сразу же летят снаряды в 3 противников. Умер арахнид чужой, потому что в арахнида еще попало. Также сработали браслеты. И победа в бою. Легкая, я бы сказал. Спустимся к нашему песчаному герцогу. Опять же, 3 миллиона урона. То есть в среднем, даже вот с такой вот бомбой, которая наносит 3 противникам около 150 тысяч урона каждому, он наносит около 3 миллионов. Хорошо. На данный момент с герцогом закончим. Попробуем, покажу я сравнение сейчас с фаерволом, заведу его в отряд. Итак, я завел отряд фаервола, ровно тот же самый СС у него, как было и у песчаного герцога. Вернемся к отрядам, начнем битву с самым топовым 35-миллионным отрядом, который нам предлагает испытание отряда. Посмотрим, как они будут действовать. И какое будет интересное сравнение у фаервола и у других химиков. Так, опять же, я этот бой проиграл, а мой фаервол нанес 2400 урона, 2500 он впитал. Хорошо, переходим обратно. Снова бьемся уже с топ-2 отрядом по испытаниям. Как вы помните, до этого мы проиграли первый бой с песчаным герцогом. Второй ликвидатор смог вытащить бой в прошлом случае. Так, чужой ликвидатор прямо в отряд забежал мой, и я думаю, то, что это уже конец бою. Да, это конец бою, потому что он забежал и без шансов. Слит-бой. Сейчас мы посмотрим статистику. Так, Firewall нанес почти 4 миллиона уронов и 4 миллиона впитал. И 2 миллиона смог отхилить. Окей. Попробуем еще раз с этим отрядом справиться с фаерволом. Как я понимаю, в позапрошлом бою, когда я смог победить этот отряд, сработал бог рандома. И иначе я просто не могу это назвать, как я смог победить данного противника, потому что то, что я вижу, что показывает песчаник, вообще до этого, проводя тесты с данным комплектом, он показывал неудовлетворительные цифры, если честно. Тут он нанес 2 миллиона фраер и 700 впитал. Итак, еще один бой. То есть этот бой мы тоже, как вы помните, проиграли. Это вот ленивый сценарист, по-моему, его называют. Попробуем с фаерволом с ним побиться. Ждем снова прогрузки. Итак, химики остались у врага. У меня осталась только ликва. И чужая ликва встала. И смогли победить. Смотрим снова бой. Как он пройдет. У меня остался поджиг.
также Firewall стоит, биотехнолог, поджиг, и в этом случае отряд смог победить, причем достаточно уверенно, то есть стоят два химика и стоит мой ликвидатор. Смотрим, кто сколько нанес урона, сколько впитал. Итак, смотрим цифры. Я не останавливаюсь на других цифрах, не рассматриваю их. Смотрю чисто сравнение с фаерволом. То есть плюс-минус, как я вижу, фаервол и песчаный герцог, они наносят одинаковое количество урона. Впитывают герцог чуть-чуть больше урона, но сам по себе отряд с фаерволом дерется все-таки лучше. Сейчас я проведу небольшой тест. Я уберу биотехнолога, в нашем случае из отряда, оставлю фаервол, оставлю песчаного герцога и посмотрим, что наши бойцы смогут в этом случае сделать. Итак, я переодел нашего песчаного герцога. Посмотрим снова в испытании отряда. Начнем сейчас снизу. Я не верю в мой отряд на данный момент без биотехнолога вместо песчаного герцога. Снова тот же самый группировка, то есть у нас это взрывная парочка. Ждем загрузку и смотрим, как будет продвигаться бой. То есть очень уверенная победа в данном случае. Смотрим, какая будет статистика между фаерволом. Тут фаервол нанес больше урона, но принял урона песчаный герцог в 2 раза больше. Как я сказал, урон плюс-минус у них одинаковый. Всего лишь 600 тысяч. Это не та цифра, которая можно сказать, что разница между ними очень большая. Поехали дальше. Итак, это был 28-30 миллионный отряд. Смотрим, как они будут с ним справляться. Ликва умер. Снова, кажется, я проигрываю, хотя... Нет, все-таки я проиграл. Я ожидал то, что возможно был шанс, то, что сможет мой отряд победить, но, к сожалению, они не смогли выиграть в этом противостоянии. У нас 4 миллиона от фаервола, 2 миллиона он впитал, почти 4 миллиона песчаный герцог нанес и 3 миллиона он принял урона. Как вы видите, принимает герцог урон намного лучше. Все-таки это почти в полтора, ну не в почти, а полтора раза больше. Он принимает урона. Давайте еще раз. Следующие бои я даже, наверное, не буду биться, чтобы не травмировать свою психику, что у меня отряд пока не докачан, хотя у него всего лишь мощь даже не 23 миллиона, я бью с 30 миллионными отрядами разными. Еще раз попробуем с данным отрядом сразиться, смотрим, как тут пройдет бой. В этот раз бой намного лучше, то есть выиграл отряд в этот раз. Смотрим статистику. У меня выстояла ликвидатор и ликва убила. То есть тут у нас 2,3 миллиона урона, от песчаника 3,3, 3,6 принял и фаервол принял 2,4. То есть, к сожалению, тут сейчас у меня постоянно рандом идет в данном случае. Давайте еще третий раз посмотрим, то есть, чтобы было понимание полное, то есть 1-1 на данный момент в боях с этим противником. Посмотрим, что покажет наш песчаник в этот раз. Там был очень красивый эффект от бойцов, точнее химика. И, как я вижу, да, бой проигран. То есть, в случае, если ликвидатор умирает, наш отряд бесшансово проигрывает. Смотрим на урон.
3,6 от фаервола, 3,7 от песчаного герцога. И приняли они плюс-минус одинаковое количество. А вот Захидил герцог намного лучше, хотя у него сейчас стоит немного другое спецсредство. Это Морфей, одно из топовых спецсредств, которые я считаю для мелкой арены сотой. То есть это около, когда у вас 3-4 бойца сотых, а остальные все повара, к примеру, очень хорошее спецсредство для убивания танков. В общей сложности, что я могу сказать по данному комплекту? С условием того, что в Hustle Castle, то есть это клон нашей игры, то есть точнее тот оригинал, а мы клон, этот комплект очень там ценится и у многих игроков он, но, к сожалению, у нас на данный момент он меня разочаровал. Да, у меня не было сущностей, но я поставил новые топовые вещи, то есть я переварил, я потратил почти 2 миллиона урана, я потратил очень много фишек для того, чтобы купить ядра и переварить своего кровопуска в другие вещи, а потом эти вещи уже, которые были на кровопуске хорошие, поставить на песчаного герцога. В общей сложности я не могу сказать то, что герцог у нас замена фаерволу. Нет, фаервол с фаерволом, точнее, отряд бьется лучше, намного лучше. Что касается биотехнолога, опять же, я больше верю в биотехнолога. То есть, к сожалению, песчаному герцогу нету места в отряде на 6 человек. То есть у меня отряд 1-4-1, то есть 1 пехотинец, 4 химика и 1 стрелок. Если учесть отряды на 8 бойцов, то в случае, если сам песчаный герцог будет пятым или шестым даже бойцом, то в этом случае я согласен, то что он может найти свое место, но он точно не может заменить Бурана, Поджига, Фаервола, биотехнолога в отрядах на 6. Это точно. Если брать отряды на 8, то да, пятым, шестым химиком его вполне можно попробовать и использовать и смотреть, как он будет показывать себя. К сожалению, у меня отряд на 6, я не могу протестировать данный комплект в отряде на 8, но в случае разгона, уменьшения знания химии, которые нам дает данный комплект, к примеру, это вполне даже хорошо. Что касается щитов, как вы видели, если у нас 4 бойца, то щиты он на себя не вешает, к сожалению. В случае 3 бойцов, да, он на себя может повесить данный щит, и я очень разочарован. В общей сложности я не могу сказать то, что я рекомендую данный комплект для сборки. Я для 6 отряда, для 8 можно попробовать, потому что он должен быть неплох, если его хорошенечко разогнать с сущностями, к примеру, с другими топовыми шмотками, и у него будет место жить в отряде. Но то, как его возвышают в другой игре, у нас, к сожалению, такого даже близко нету. И в общем, мое мнение, он разочаровал меня. К сожалению, я ожидал от него намного большего. Больше, чем от фаервола, больше от технолога и даже, возможно, немного даже чуть больше, чем от Бурана в какой-то степени. Но, опять же, Буран и Поджиг у нас топовые сеты по урону всегда идут. И их обязательно собирать надо. На данный момент это все, что касается обзора нашего нового химика. Также я хочу анонсировать розыгрыш криптовалюты. Прошу лайкнуть видео, подписаться, написать свой игровой ID в комментариях, и через 4 дня, это 29 апреля, я закончу этот конкурс, и 30 я разыграю криптовалюту и высвечу в комментариях тех, кто победил. Также я хочу напомнить то, что в моем канале YouTube проходит еще один розыгрыш крипты под прошлым видеороликом по обзору нашего события, которое проходит в данный момент.
На данный момент это все. Всем большое спасибо за просмотр, всем удачи на ивенте и всем пока-пока.